Здравствуйте, друзья! Если выражаться высоким слогом, то абсолютно в каждом человеке есть и свет, и тьма. Положительные и отрицательные стороны, каких-то больше, каких-то меньше. А вот вы знаете о своих отрицательных сторонах? Люди не всегда на них обращают внимание. Темное «я» или так называемая тень – это та наша часть, которая заставляет испытывать дискомфорт от самих себя, так как включает в себя такие качества, которые хотелось бы скрыть. Или вообще сделать вид, что их нет. Принять темную сторону своего «я» так сложно именно потому, что она является противоположностью всему тому, что нам хотелось бы думать о себе. И это нарушает наше ощущение «я», которое является удобным. Часто мы скрываем от себя некоторые части своей личности, потому что за них стыдно, увидеть их страшно, а признаться себе «да это же про меня» практически невозможно. Темная сторона нередко спрятана очень глубоко внутри нас. Мы прячем ее часто бессознательно, стараемся подавлять. Обычно мы склонны отрицать в себе такие качества, как гнев, зависть, лживость, ревность, тщеславие, эмоциональную зависимость и так далее. Таким образом, тень становится источником самообмана, потому что то, что мы отрицаем в себе, начинаем видеть в других. И тогда мы начинаем вешать ярлыки на других людей: обманщик, манипулятор, скряга, неудачник, слабак и так далее. Свои теневые аспекты психики мы зачастую проецируем на других людей, потому что так проще. И начинаем обвинять, беспощадно критиковать и подозревать других людей в тех качествах и мотивах, которые на самом деле присущи именно нам. В каждом обвинении другого есть то, что адресовано себе. Чем же опасна темная сторона личности? Во-первых, это плохие отношения с окружающими. Внезапные порывы раздраженности сначала вызовут у них удивление, а потом и ответную реакцию. Во-вторых, это постоянно присутствующий внутренний конфликт. Несогласованность между «хочу» и «надо» часто приводит к дисбалансу личности. В-третьих, это непокоренные вершины. Человек никогда не достигнет своих целей, так как борьба отнимает слишком много энергии, он рискует потратить жизнь впустую. Постоянная борьба с самим собой лишает человека энергии, гаснет его воля. Нет сил даже на постановку целей, а жизнь кажется безрадостной. Подавление тени не может быть совместимо с уверенностью в себе. Главное, что следует понять – бороться не нужно. Любые способы борьбы приведут к еще большим потерям энергии и разладу с самим собой. Просто взять и отвергнуть в себе что-то не получится. Так или иначе, оно будет следовать за нами по пятам. Поэтому остается одно – принять. Только позволяя себе увидеть и присвоить свою тень, мы обретаем возможность исцелить свои уязвимые места. И что самое важное, принятие своих отвергнутых частей позволяет нам стать более целостными, а значит, более уверенными в себе, устойчивыми, решительными и способными проживать свою жизнь так, как хочется. Принятие темной стороны своего «я» помогает еще и обнаружить ту потребность, которую необходимо удовлетворить, потому как тщеславие может скрывать потребность в признании, склонность манипулировать другими может оказаться страхом потерять контроль, под холодностью может оказаться потребность в близости. Все дело в том, что в тень уходят не только негативные качества, но и положительные, которые по каким-то причинам мы привыкли считать плохими. Например, для девушки, которую воспитывали в строгости, теневым качеством может стать сексуальность. Для мужчины, которого в детстве стыдили за проявление эмоций, в тень уйдет чувствительность. Когда мы позволяем себе принять свою тень, мы очень облегчаем себе жизнь. Потому что, во-первых, перестаем тратить энергию на удержание в неосознанности того, что не можем или не хотим принять в себе. Во-вторых, получаем возможность удовлетворить свою ключевую потребность и стать более счастливее. В-третьих, можем позволить себе стать собой и обнаружить новые ресурсы, о которых раньше даже не имели понятия. Учиться видеть в себе и признавать наличие разных сторон – это первый шаг. Второй и самый важный – это научиться любить эти свои стороны и дать им право на существование. А если эти качества являются разрушительными, то разобраться в том, какая потребность за ними скрывается. Человек, который увидел свою темную сторону и принял, имеет больше шансов на реализацию себя, чем борец с тенью. Признание своего темного «я» позволяет исцелить не только себя, но и сложные отношения с другими людьми. Вот и все, друзья.
Не бойтесь признавать свои негативные стороны. Любая негативная черта, с которой мы сталкиваемся, заставляет нас идти вперед, в то время как позитив оставляет нас в бездействии с мыслью, что мы уже всего и так достигли. Желаю всем удачи в совершенствовании самого себя. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поделитесь в комментариях, что кроется в тени вашей личности. Всего всем доброго!